Уже 5 лет летом в течение месяца я ужинаю только фруктами. Все это началось как эксперимент. Из моих роликов вы понимаете, что эксперименты я люблю. Но к концу месяца я понял, что действительно для меня это работает. Как? Я упомяну в этом ролике. Также я расскажу, почему фрукты на ужин – это не просто тренд, а возможность подарить организму легкость и подготовить организм к энергичному дню. В этом ролике вы получите 10 рекомендаций, как избежать распространенных ошибок и как сделать максимально полезным ужин. Скорее всего, вы уже подумали: доктор Жимба, вы же сами говорили, что детокс с фруктами плохо и нельзя есть фрукты после 13 часов. Да, я против, когда человек ест фрукты в течение всего дня. Но в этом ролике я расскажу только про летний ужин фруктами. Только ужин. Перед тем, как начать, сразу отвечу про фрукты до 13 часов. Да, это правило, и это правильно, но летом в течение определенного времени, примерно на месяц, мы можем сделать исключение. Начнем с того, почему фрукты вообще полезны и как они влияют на наш организм. Все мы знаем, что фрукты и ягоды очень полезны для нашего здоровья, для нашего организма. Фрукты содержат в своем составе много клетчатки, много витаминов, много микро-макроэлементов и, конечно, содержит много антиоксидантов. Именно антиоксидантная активность фруктов является ключевым, за что я считаю фрукты очень полезными. Я в своих роликах часто говорю про антиоксиданты, поэтому здесь коротко. Антиоксиданты защищают наши клетки от радиоактивных воздействий свободных радикалов, значит, от воспалений. Почему я говорю про фрукты в контексте ужина именно летом? Основных 3 причины. Первое – это возможность получить в достаточном количестве сезонные фрукты. Именно за ужин, когда мы один прием пищи делаем только фрукты и ягоды. Когда мы питаемся фруктами вне приема основной еды, например, после еды через 20 минут, после завтрака, обеда, мы иногда можем это себе позволить, иногда нет, а после ужина, если будем есть много фруктов, то это становится вредным, потому что фрукты могут вызвать излишки энергии, избыток калорий, которые потом переходят в жиры. А когда мы знаем, что у нас один прием пищи летом только фруктами, мы в этот прием пищи едим достаточно фруктов. И тем самым получаем достаточно витаминов, минералов, антиоксидантов. Все полезные элементы, которые содержатся в фруктах, все мы получаем. И это происходит ежедневно, регулярно. А наш организм любит регулярность, когда мы делаем что-то постоянно в течение какого-то времени. Например, в течение 30 дней. Вторая причина – это легкость. Фрукты быстро усваиваются. В течение часа они все уже усвоились. И не нагружает желудочно-кишечный тракт. И тем самым создает легкость. И эта легкость иногда может обернуться против нас тем, что мы после фруктов через 2 часа захотим съесть еще, ужинать. Да? Этого не нужно делать. Если мы будем после фруктов есть ужин обычный, то это правило не будет работать. Фрукты при своей легкости восполняют наш энергетический дефицит. То есть после ужина фруктами, фрукты, перевариваясь в кишечнике, сразу идет в печень. У меня есть ролик про фрукты и ягоды, посмотрите. И восполняет гликоген печени, энергетический запас. Казалось бы, ужин фруктами легкий, и мы должны испытывать усталость от недостатка еды, калорий, но мы этого не будем испытывать. Утром будет легкость и энергия. Но для тех, кто боится, что они сломаются и захотят через 2 часа съесть ужин, то у меня есть одна фишка, о которой я расскажу позже. Третья причина – это детокс. Вы не подумайте, что я себе противоречу. Это не так. Я против детокса только фруктами. Когда человек в течение всего дня ест фрукты или фруктовые, овощные соки и ничего больше не ест. И какое-то время на таком детоксе сидит, и потом дальше начинает обычное питание. От таких процедур, я думаю, что нет никакой пользы, потому что во время детокса может есть какая-то польза, потом все равно все возвращает организм свое обратно. Вы можете посмотреть про это. А вот когда мы ужинаем только фруктами, организм получает такую лайтовую, легкую детокс. Так как у нас утром достаточно жиров, в обед белки съедаем, а ужин у нас отсутствует. Вместо ужина одни фрукты. И фрукты дают детокс тем, что своими свойствами. Да?
Фрукты имеют много витаминов, минералов. Во фруктах свежих много воды, много антиоксидантов. Все это начинает включать процессы самоочищения организма. И поскольку у нас нет полноценного ужина, и если мы занимаемся активно, двигательной активностью, спортом и так далее, может быть, у нас дефицит энергии получится. А это очень хорошо. И тут законный вопрос от вас. А когда потреблять белки, жиры? Как вообще завтракать и обедать? Завтрак и обед должен быть обычно, как у вас бывает. Завтрак 8 часов – это длинные углеводы, цельнозерновые, каши туда добавить, топленое масло немного, масло черного тмина, льняное масло, кунжутное масло, яйца можно утром, творог, кисломолочные, молочные продукты, сыр и так далее. Все, завтрак обычный. У меня также завтрак обычный. Обед тоже обычный, где-то в час-два. За обедом основной продукт у нас белки, животные белки. Это мясо, рыба, морепродукты. Кто не ест мясо, рыбу, может яйца. Соевые продукты добавить, чечевицу. И большую тарелку салата. Когда мы едим фрукты, у нас овощи куда-то не отпадают, они присутствуют. Большую тарелку салата плюс мясо. И животный белок в вашем рационе должен присутствовать круглый год, вне зависимости от сезона. А вот ужин мы заменяем только на фрукты. Здесь хочу подчеркнуть один важный момент. Если вы ужинаете фруктами, то те белки, которые вы ели за ужином, вам не нужно стараться это съесть за обедом, много белков и так далее. Да? Нет, обедайте как обычно. Кому это подходит и будет полезно? Первое. Конечно, это подойдет людям с лишним весом, кто хочет похудеть, но при этом не может соблюдать жесткие диеты, голодать и так далее. И никто не хочет наступать себе на горло, бороться с собой, а хочет плавно, правильно худеть в рамках общего суточного колоража. Не будет все это работать, если вы от пуза будете завтракать, потом обедать будете очень много, потому что, зная, что у вас ужина нет, еще за ужином будете только есть фрукты, вы, значит, не будете создавать энергетический дефицит. Вторая группа людей, кому может быть это полезно, это активные люди. Это люди, которые ведут правильный образ жизни, правильное питание, двигательную активность соблюдают, занимаются спортом. Этим людям такой метод питания может позволить создать внутреннюю разрядку такую, энергетическую. А любая энергетическая разрядка воспринимается нашими клетками очень позитивно. И наши клетки могут получить такой потенциал, заряд энергии. И дальше у нас будет здоровье улучшаться. Вы это почувствуете. Я как раз себя отношу ко второй группе людей. И когда я так делаю, после этого месяца я действительно себя чувствую по-другому. Именно в энергетическом плане. А теперь я вам дам 10 советов, как сделать ужин фруктами максимально полезным для себя. Первое, самое важное, конечно, отдавать предпочтение местным и сезонным фруктам. Второй совет. Всегда отдавайте предпочтение фруктам с низким гликемическим индексом. Забудьте про бананы и винограды. Эти фрукты могут использовать только люди, которые занимаются активными видами спорта, чтобы восполнить энергетические траты, чтобы не было снижения уровня сахара в крови. Третий совет. Для тех, кто боится, что ужин фруктами обернется трапезой перед сном. Если вы этого боитесь, но при этом у вас нормальные энергетические поступления за завтраком, за обедом, без излишеств, тогда вы можете с фруктами съесть небольшое количество орехов. Можно грецкие орехи. И тогда у вас сытость останется намного дольше. В орехах содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот, белков и так далее. Поэтому это очень полезный продукт. Четвертый совет. Не смешивайте фрукты с другими продуктами питания. Если вы будете фрукты есть с мясом, с кашей и так далее, это совершенно другая идея получается. Я говорю сейчас только про ужин фруктами. Если мы будем ужин свой обычный полировать еще и фруктами, это вообще получится совершенно другой. Фруктами можно делать только до 19:00. Пятый совет, очень важный. Следите за общим количеством углеводов. Если вы решили ужинать только фруктами, то вам нужно брать короткие углеводы с завтрака и обеда. Тогда только будет это правило работать. Но если вы будете завтракать там еще, за завтраком есть пироженку, потом за обедом какой-нибудь десерт и ужинать фруктами, то это правило не будет работать. Шестой совет.
Если вы решили ужинать только фруктами, делайте это до 19:00. В поздние часы, если будете это делать, то это правило не будет работать, так как перед сном, если будем вызывать всплески уровня сахара в крови, то это будет перегружать поджелудочную железу, желчь и печень. Все равно до 19:00, когда мы ужинаем, у нас есть какое-то время, когда мы находимся в состоянии активности, и какая-то энергозатрата есть. Поэтому излишки энергии, которые поступили с фруктами, они не будут откладываться в печени. 7-й совет. Здесь, как всегда, много разных продуктов нельзя смешивать. Здесь тоже много разных фруктов, ягод. Между собой не смешивайте. Ограничивайтесь только 2-3 видами. Смешение многих, тем более фрукты с ягодами, когда смешиваем, вызывает повышенное брожение, вздутие, газы. И это усиливает эффект раздражения на стенке кишечника, желудка и так далее. Если взять меня, я либо ужинаю фруктами, либо ужинаю ягодами. Я стараюсь не смешивать фрукты с ягодами. 8-й совет. Не ужинайте фруктами из холодильника. Дайте немножко погреться. Потому что во фруктах очень много воды. Вода остывает. И это как выпить холодную воду, со льдом. И это вызывает спазм желудка. Это вызывает неприятные ощущения в желудке. И это вообще гасит огонь пищеварения. Это вредно для здоровья. 9-й совет. Если вы не можете есть много фруктов, у вас повышенная чувствительность к фруктам, желудка, кишечника и так далее, попробуйте съесть масло перечной мяты, они в основном в капсулах бывают, и через минут 15-20 после этого съесть фрукты. У вас должно все нормально перевариться. Если не найдете масло перечной мяты, вы можете съесть чайную ложку масла черного тмина. И тоже через 15-20 минут съесть фрукты. И 10-й совет. Через 20-30 минут после фруктового ужина выпейте теплый чай или воду 50-60 градусов. Это поможет успокоить слизь в желудке и снять напряжение. Понятное дело, что фруктовый ужин не всем подходит. Есть люди, которые очень чувствительны к фруктам. Вот им, наверное, такой ужин не подойдет. Но я в советах сказал, что можно попробовать масло перечной мяты или масло черного тмина. Но если так даже делаете, и у вас все равно сохраняется реакция на фрукты, то значит вам это не подойдет. Вам можно фрукты, ягоды есть только через 20-30 минут после еды. Ну и очень чувствительные бывают к фруктам люди с воспалительными заболеваниями кишечника, эрозивно-язвенными заболеваниями желудка, с повышенной кислотностью. И вообще какие-то, когда проблемы есть с желудочно-кишечным трактом, эти проблемы именно на фрукты очень ярко выражаются. Поэтому вам нужно решить основную проблему, потом пробовать такую диету. А вот те, кто может, и тем, кому комфортно фрукты есть, те могут попробовать, только учитывая все правила и советы фруктового ужина. Также посмотрите этот ролик, который я недавно выкладывал, ролик про фрукты и ягоды.